Привет, мои дорогие! У нас сегодня с вами в спонсорстве болталочки для всех спонсоров, для всех котиков. У меня есть 3 вида спонсорства, девочки. Мои котики, звездные котики и верховные котики. Мои котики — это все спонсоры. Там почти символическая, кстати, цена за спонсорство. То есть я там практически одну из самых низших, которые только возможно на Ютубе использовать, использовала, да. Но это уже, как говорится, хоть какой-то вход, да, портал, как говорится. Потом звездные котики — это для них там тоже есть парочку таких видео, которые видят только они. И у нас там куча болталок, куча магии, девочки, много всего интересного. И верховные котики, там я выкладываю уже такие очень черные ритуалы. И то, что не особо, как говорится, скажешь даже в открытом доступе на Ютубе. Это не то, что там от моей жадности какой-то или из чего-то. Нет, просто мне хочется еще чем-то делиться, разговаривать, да. Но, например, а, для тех людей, которые способны адекватно эту информацию воспринимать. Потому что, чтобы там дети не смотрели, да, чтобы не смотрели те, которым это не нужно. И сейчас у нас там будет цикл уже 2 видео готово. Это, девочки, как жить богато, да, и 10 пунктов мы разбираем. Причем вот эти 10 пунктов, от которых где-то нас даже отговаривают, да, работодатели, вообще жизнь, да, построение социального общества. Что кому мы нужны? Нам надо рабская такая система, чтобы мы на кого-то работали, да, и чтобы кто-то за наш счет, как говорится, жирел. А вот такие вот индивидуальные моменты, да, мало кто об этом говорит. И об этом мы там шепчемся. Так что вступайте, пожалуйста, в спонсорстве, кому интересно. Там чисто символическая цена. Это все через YouTube. YouTube, кстати, это безопасная площадка, да, так что некоторые даже говорят, вот, и там требуют номер карты. Вы не бойтесь, это система Гугла, да, и она защищена, насколько это возможно, лучше, чем, например, что-либо другое. Поэтому не бойтесь, это все спонсорство, это все придумал YouTube, это платежная система YouTube, да, и у меня под этим видео будет тоже ссылки, как пройти, как подключиться, как подключиться. На самом деле это сложно только первый момент. А потом привыкаешь, и это уже как смартфоном научиться пользоваться. В общем, а сейчас у нас будет тема, мои дорогие, да, какой он вас видит. Мы будем смотреть опять на мужчину. А в ближайшее время я планирую уже и на денежки погадать, потому что запросов много было на все, мои дорогие. Так что сейчас мы посмотрим на золотом таро Густава Климта, какой он вас видит. А золотой таро Густава Климта здесь у нас, здесь и сейчас, потому что мы будем смотреть ваше тело его глазами. И причем не сколько даже эротическое, сколько вот прям, вот когда он на вас смотрит, да, вот как он вас оценивает. А к чему я это гадание? Вы видели сегодня выступление в интернете Бузова на Матч ТВ? Бузова на Матч ТВ. И знаете, и все такие ржут, ха-ха, ха-ха, да Бузова дурочка, да там все такое, пятое, десятое, какая она не такая, да, и как она реагирует. Да, возможно, там она не показала интеллектуальные какие-то хейтеровские такие ответы, да, но я увидела что-то другое, да, и я сказала, что мне, например, ее жалко. Вот реально жалко. Она реагировала как женщина, да, ей где-то надавили на больные точки ее. И, кстати, вот даже тот же Соловьев тоже это увидел, да. Он, конечно, ее не любит, он про нее очень много там плохого какого-то говорил. Я тоже как бы не любитель прям Бузовой, но я имею в виду, что там был человек, возможно, там не супер глубокий или еще что-то, да, но вот как мужчины видят женщину, это вот прям очень сильно было видно. Так что посмотрите, вот Бузова на Матч ТВ, да, выступление. И мы сейчас вот по следам вот этого всего, да, хочу разложить, какой он вас видит. Какой он вас видит. Давайте посмотрим, мои дорогие, как он на вас реагирует, какой он вас видит женщиной, каким человеком он вас видит. Это, наверное, даже важнее, чем, например,
сиськи, девочки, да, и губки. Это все для нас. А, как- како- Какой он вас видит как человека? Давайте посмотрим. У нас будет 4 варианта. 3, 4. Как он видит вас как человека? Какой он вас видит? Мужчина, своим мужским этим марсианским мышлением. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Видит он нежную натуру? Видит ли он ваше сердце? Может, чисто вот даже по внешним признакам вас оценивает и все. Ну, давайте посмотрим, что тут скрывается. Слева направо первый, второй, третий, четвертый вариант. Какой он вас видит? Ну что, поехали, мои дорогие. Будем смотреть. Загадали? Итак, первый вариант. Какой он вас видит? 13-й старший аркан смерти. Тут либо, девочки, вы загадали мужчину, который никак не может вас наблюдать, да, то есть реально он не видит вас, либо вообще вас не видит, либо очень сильно негативно настроен в этот момент, да. То есть вот это мы уже обсуждать не будем. Не будем обсуждать тех, кто вас не видит, и не будем обсуждать тему, кто просто вас ненавидел, да, либо там вы в ссоре такой дикой и все остальное. Тут про адекватность никакой речи быть не может. Надо, конечно, переждать, пока этот 13-й старший аркан смерти закончится. Но давайте посмотрим, почему же эта карта 13-й старший аркан выпала, если вы, например, с этим мужчиной живете, встречаетесь или еще что-то. Во-первых, девочки, если вы с ним живете, с этим мужчиной, да, то тут может стоять как раз-таки вопрос, что вот смерть это не всегда прям смерть, это еще есть перерождение, да, очень популярное значение, как говорят про эту карту. Но это действительно так. Тут могут быть муки признания вам в любви, либо муки признания какой-то ценности вашей, вашего статуса, либо предложение руки и сердца, как ни странно, да. То есть вот сейчас мужчина, как он начинает на вас ясно смотреть, ясно очень видеть, да, какая вы есть. И он перестраивает свое к вам отношение, перестраивает. Давайте еще посмотрим, какой он вас видит. Он, девочки, тут, ну, тут перестраивает, знаете, из-за чего? Сразу скажу. Он перестраивает свое отношение к вам, и у него какие-то быть или не быть реально вопросы, как у Гамлета. По одной простой причине. Пятерка кубков, да? Такая песня Меладзе «Я не люблю вас и люблю». И мечи, паш мечей, еще и в клетке мечей, восьмерки мечей выпал. Помните, я вам говорила восьмерка? Кстати, бляха-муха, восьмерка мечей недавно в раскладе тоже в первом варианте выпадала. Вот тоже такая же карта. Так что, девочки, если кто-то выбрал, да, посмотрите, пожалуйста, наше последнее гадание. Там было, вот как он живет с другой, да, и этот же первый вариант был с восьмеркой мечей. И с другой, не с другой, но фишка в том, что это как-то явно вас касается. Вот кто, может, помнит или кто выбирал, девочки, как он вас видит. Давайте еще посмотрим, какой он вас видит. Королева мечей и жезлов. Он, девочки, в муках. У него есть мука по отношению к вам. Вы королева мечей, он паш мечей, между вами жезлы и мечи. Причем еще, знаете, в чем прикол выпал, да? Восьмерка жезлов и восьмерка мечей тут выпала вам. Он думает, что вы ему врете, что, возможно, вы его как-то используете. Он как-то вот сомневается, что вы к нему искренне относитесь, как будто у вас есть какой-то интерес, скрытый от него, да, и он думает, как бы эту шахматную позицию переиграть так, как ему надо. Он ждет какого-то подвоха. Возможно, кто-то ждет предательства. Возможно, кто-то ждет из ваших мужчин укуса какого-то с вашей стороны. Но я вам скажу, что так как он выпал паж мечей, он в чем-то сам виноват. То есть здесь, какой он вас видит, он думает, что вы ему либо какая-то отомстите, либо ему какой-то бумеранг прилетит, и что он за что-то получит. Это как нашкодивший кот, девочки, он.
Причем это может как сильно выражено быть, да, и до ссор доходить и все остальное. Либо он может уйти в себя, как-то непонятно себя вести, да, проверочные вопросы вам какие-то задавать. Если бы ДКБ, а что бы ты сделала, если бы я то. Возможно, к вам кого-то подошлет, девочки. Ну, он тут что-то задумал, и это воплощает в жизнь по тому, как защититься даже как-то от вашего негативного влияния. Вы, может, сами не можете подозревать, да, но такое может место быть этому. Какой он вас видит? Очень сильная вас видит. Ой, девочки, он видит, что вы очень сильная. Вы такая сильная, что вас не сломить, вас просто, знаете, танком не переехать. Вы сама танк. Он видит в вас, девочки, стальную броню. Видит очень сильного человека, очень сильного. Стержневую такую женщину. И знаете, девочки, у него сомнения насчет того, что он самое лучшее, что вы можете иметь. У него такое ощущение, что где-то вот прям найдется сейчас, прям придет какой-то другой мужчина, уведет вас в розовые дали. И ревность какая-то тут. Ревность к потенциальному другому мужчине, девочки, здесь идет. И что кто-то вас достоин больше, чем он. Вот такие вот дела, мои дорогие. У нас это такой экспресс-расклад, поэтому мы по-быстрому, как говорится, гадаем на каждый вариант. Вот какой он вас видит. Сильно-сильно, девочки. Боится этих манипуляций каких-то. Ну что, давайте посмотрим второй вариант. Второй. Что у нас тут такое? Какой он вас видит? Десятка жезлов. Тут, девочки, два таких момента. Либо он видит вас, что вы очень богата, либо он видит, что вы очень бедна. Он обращает внимание на ваше материальное положение. Для него это критически важно. То есть, вот смотрите, посмотрите по отношению к нему. Вы богаты, либо вы бедны. Вы зависите от него, либо вообще он чуть ли не зависит от вас. Да? То есть он реально смотрит на ваши, возможно, приданное. А девочки, знаете, вот если это мужчина, с которым вы еще не живете, да, а вы ему врите, что у вас там бабка во Франции, да, завещала вам квартиру или еще какое-нибудь такое что-нибудь интересное, да, скажите про свое приданное. Вы знаете, как вот некоторые девочки, кстати, очень правильно делают, они просто говорят своим мужчинам, мужьям или не мужьям, они говорят, что ты знаешь, да, может, я и с одним чемоданом, в котором лежат одни трусы, но типа, у меня есть то-то, то-то, пятое, десятое, счет в банке на 300 тысяч долларов у меня есть. Он скажет, покажи. А ты скажи, делать мне больше нечего, чем кому-то еще показывать. Это деньги мои, я их не собираюсь тратить на мужчин. Или ты такой меркантильный. Ну, короче, девочки, тут он смотрит на ваше материальное положение очень сильно. Давайте посмотрим еще. Какой он вас видит? Бравый рыцарь мечей, выпал, и влюбленные. Этот мужчина, девочки, да, вот как ни странно, если вы очень богатая, он захочет с вами из-за вашего богатства быть. Но если вы очень бедная, вот по сравнению с ним, или живете за счет его, да, то я вам скажу, что он готов все делать, жить с вами, обеспечивать вас и все остальное взамен на любовь вашу. И вот, знаете, ему очень сильно вот недостает такой любви, чтобы его прям любили. Вот будут его любить, да, и он будет в силу своих там возможностей для вас делать все, что можно делать. То есть тут не выпало неблагородного мужика, да, хоть и материальный интерес у него какой-то присутствует, да, материальная оценка возможностей каких-то ваших, вашего приданного, но в то же время любовь выпала, карта влюбленных девочки, да, и все-таки рыцарь мечей, который готов действовать. Какой он вас видит? А кому эти мечи выпадают? У вас с ним в любовных отношениях, да, будет
или есть какой-то не очень хороший момент. Это какие-то надрывы, это что-то, что надо простить. То есть вы должны что-то простить ему. Это будет что-то, это какая-то новость будет не очень приятная, да, но она будет требовать вашего прощения. Вы как простить ему что-то должны. Давайте еще посмотрим. Какой он вас видит? Любимой девочки своей. Шестерка влюбленных. Шестой старший аркан опять выпал вам. Но что-то хочет он, чтобы вы простили. Это будет краеугольный камень в ваших отношениях. Что-то надо, вот, чтобы вы простили, он об этом думает. И он видит вас, да, он оценивает с точки зрения материального, а втором, простите ли вы ему что-то. Вот такой вот, мои дорогие, вариант номер 2 был. Мы тут сильно не раскладываем, да, но обратите внимание, я вот прям конкретно таки выжимку говорю из карт. Третий вариант, давайте посмотрим, какой он вас видит. Шестерка пентаклей. Он видит либо вас с матерью своих детей, либо с женщиной, которой он хочет ночевать, спать. Он, девочки, хочет с вами лежать в одной постели и засыпать с вами в одной постели, да. То есть этому мужчине важно, чтобы вы находились во время сна где-то рядом с ним. Какой он вас видит? Любимочкой, девочки, видит колесо фортуны. Жезлы. И еще тут детки какие-то идут, мои дорогие. Может, даже матерью детей своих видит. Правосудие. Король мечей. Защитник, девочки. Он здесь защитник. Он от вас... Он видит себя вашим защитником. То есть он собрался вас от кого-то защищать. То ли от хулиганов на улице, то ли от футбольных фанатов, то ли от вашей же мамы. Да? Или еще... Посмотрите, на кого он точит зуб. Вот прямо у него миссия такая. Защитить вас от кого-то. Но это очень хорошие, кстати, карты, какой он вас видит. Давайте еще глянем. Какой он вас видит. Это золотое таро Густава Климта. Рыцарь мечей. Видите, какой он? Ой, вас еще очень много что будет связывать с этим мужчиной. Блин, ну он, девочки, такой заточист. Он будет все время следить, все время будете докладывать ему, где вы и с кем вы. И не то, что он из-за того, что такой прям ревнивый. Ему это надо для охранной своей деятельности. Для того, чтобы вас от кого-то, от чего-то защищать или охранять. Вот такой вот был третий вариант. Четвертый вариант, девочки. Давайте посмотрим, какой он вас видит. Дьявол, 15-й старший аркан. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, девочки, как он вас видит. Он прям, знаете, вот прям упал в вас, да, и до сих пор летит. И это прям какой-то мистический триллер, девочки, любовный, с вашим участием. Влюбленные вампиры. 15-й, 16-й старший аркан. Паш кубков, я твой служитель, я хочу служить тебе, мой маг. И мистический триллер, видите, вампир и вампирша. Он, девочки, будет вам подыгрывать, будет играть. Побольше мистицизма в отношениях, побольше секретов, загадок, разговоров о вселенной, квантовой физике, о чем хотите. Будьте такой вот загадочной, потому что он прям хочет вот эту вот загадочность, отгадать вас, да, разобраться, какая вы, что вы, кто вы, что вы, почему, откуда такая вообще взялась, да, и он, девочки, хочет вам служить, любовно служить вам, знаете, договор с дьяволом заключить. И даже вот этот вот брак, да, это что-то будет похожее на такой вот договор. Обратите внимание, мои дорогие. А давайте еще посмотрим, какой он вас видит на золотом таро Густава Климта. Какой он вас видит? Тройка мечей. Он, девочки, задумывается о том, какая вы молодая, какая вы старая. Если вы, знаете, если вы в возрасте, если вам где-то 50, 60, 70 лет, да, ему очень важно увидеть вас голенькой в молодости. Если вы наоборот, ну, сравнительно, да, так как говорится, еще до пенсии не дошли, да, то он почему-то хочет вас увидеть, какая вы будете в старости. Обратите на это внимание. Так.
рассматривает. Хочет принадлежать служитель, служитель повешенный дурак. Он выпадает для дьявола. То есть какой он вас видит? Дьяволом, которому он хочет принадлежать. Договор с дьяволом, девочки, он хочет заключить. Договор с вами. А что это за договор? Как он будет реализован, это вам уже судить, мои дорогие. Все, котики, вот такое было небольшое у нас экспресс-гадание. Но я думаю, если вы хотите больше болталок, заходите на мой второй канал. У меня есть второй канал о главном, просто называется, там с котиком серым на заставке. И, и вот в спонсорство, если кто хочет. Тоже болталочки, побольше магии здесь идет. Все, котики, пока-пока.